Всем привет! Настало время продолжать мой сериал Save the Eclipse. Это сериал о восстановлении культовой машины, точнее даже целого серии машин модельного ряда Eclipse, Mitsubishi Eclipse второго, третьего и даже иногда четвертого поколения. На втором поколении я ставлю мотор V6 6A13 Twin Turbo и делаю ее полноприводной, параллельно переделывая все, что связано с таким свапом и восстановлением машины. Также у меня сейчас в главных героях кабриолет третьего поколения, на котором мы делаем полный привод и также ставим турбомотор, но рядную четверку от Mitsubishi Evolution с механической коробкой передач. И вот этот Eclipse, это третий Eclipse, на него мы также ставим V6 6A13 Twin Turbo, но с механической коробкой передач. То есть первый проект у нас на автомате 6A13, этот на механике. Сейчас после перерыва машины можно отвезти на пескоструйную обработку, потому что состояние кузова, по крайней мере, вот этого пациента, оставляет желать лучшего. Его ждут большие кузовные работы. Вот он уже немножко врос уже в зелень, потому что стоит все наши карантинные праздники на одном месте. Но это не помешает ему продолжить работу. Мы ему полностью очистили подкапотку, которую вот, конечно же, придется тоже обработать и восстановить. Ему полностью разобрали салон. Вот теперь здесь такой бедлам. Салон мы тоже хотим пескостроить, потому что состояние пола здесь тоже ужасное, как и состояние днища. Но в отличие от этого Eclipse, наш первый пациент, это второй Eclipse второго поколения, который вроде как бы не намечался вообще на пескоструйные работы. Впоследствии мы подумали и решили, что все-таки стоит обработать ему днище по полной, машина строится надолго, и он также поедет на эту пескоструйку. Но с ним отдельная песня, к которой мы сейчас перейдем. Погнали! Ну и вот теперь я возле нашего Eclipse второго поколения, это тот самый красный Eclipse, с которого все начиналось. И в самой первой серии я рассказывал об его обвесе. Его обвес крайне неудачный в плане того, что он был прицеплен целиком. Он цельный от переднего крыла, то есть вот это все, порог цельный с передним крылом, с задним крылом. И все это прикручено на саморезы, покрашено, приклеено, и как это снять, теперь непонятно. А снять это надо для того, чтобы отвести ее на пескоструйную обработку, и чтобы можно было не поломать пороги, соответственно, и пропескостроить по пороге с внешней стороны. Соответственно, сейчас мне надо это все снимать, а для этого приходится высверливать. Вот здесь есть такие небольшие выпуклости, которые видны. Вот здесь небольшой бугорочек. Вот, практически не видно, но вот бугорочек есть. И вот если в этот бугорочек посверлить, то там окажется саморез. И дальше этот саморез надо расковырять и попытаться вставить отвертку и выкрутить его. Потому что на крайний случай придется просто с шляпки вырезать, напрочь сосверливать. И вот так каждую высверливать, вырезать саморез и выкручивать. Ну, наконец-то все саморезы я освободил. Это целый вот такой вот арсенал из длиннющих саморезов, на который было закреплено вот эти пороги. Но его теперь можно попробовать снять. По идее, он ни на чем больше не должен держаться. Бах, да, вот он снялся. Вот так он
выглядит. Последний саморезик, который выломался еще до этого. Так, ну в целом, что здесь под порогами? Под порогами, в принципе, все неплохо. Не сказать бы, чтобы здесь было что-то прокрашено, но покрыто грунтом и нержавый металл. Так, и теперь наконец-то можно будет снять передние крылья, потому что они тоже освободились от обвеса. А самое главное, что я смогу выровнять передние колеса, потому что сейчас рулевая рейка стоит от Hyundai Sonata, и она имеет длинные рулевые наконечники, точнее рулевые тяги. И, соответственно, колеса у нас сейчас сошлись. И катать кузов практически невозможно. Поэтому сейчас придется взять легномовские тяги, переставить в эту рулевую рейку и, соответственно, немножко выровнять колеса для того, чтобы появился более-менее нормальный исход-развал. И тогда мы сможем ее нормально катать. И еще одна новость, которая сейчас появилась, это я забрал из покраски часть подвески, точнее передние кулаки. Вот такой красивый цвет а-ля хром. Красотища неописуемая, но есть большой-большой косяк. Закрасили все плоскости прилегания. Вот плоскость прилегания ступицы, плоскость прилегания суппортов, с обратной стороны прилегания болтов. Эти плоскости все должны быть не покрашены. Обычно я сдаю в порошковую покраску такие детали, и, в общем-то, таких проблем не возникает. Целиком деталь сначала пескоструют, потом эти плоскости при покраске закрывают, и они на них краска не попадает, и они остаются в металле, что, собственно говоря, нужно для того, чтобы не раскручивались болты и все плоскости прилегания были сохранены. То есть ступица ставилась на свое место, а не на краску, то есть не появлялось зазора из краски. Вдобавок, порошковая эмаль имеет достаточно большую толщину, и зазоры получаются бешеные. То есть поставить так деталь нельзя. Она, во-первых, рано или поздно просядет, во-вторых, она раскрутится. Поэтому подвеску сейчас придется относить на перепокраску. Ну и, кстати, вот я обычно кулаки передние и задние крашу такой красный цвет, ярко такой спортивный, алый. Сейчас мы покрасили их в хром. Какой бы цвет выбрали вы вообще вот для всех компонентов подвески? Рычаги, кулаки, суппорта, то есть вот всю цветовую палитру. Так что пишите в комментариях всю цветовую палитру, которую вы хотели бы видеть на наших 3 проектах. Это на G2, G3 и G3 кабрики. На всех них придется так или иначе все это красить. Ну и, конечно, цвет стабилизаторов поперечной устойчивости в моем исполнении всегда один. Это ядовито-зеленый, ну или ярко-желтый. То есть кислотный цвет стабилизаторов – это мой цвет. Он будет неизменный на всех моих проектах. Ну а сейчас я займусь рулевой рейкой и буду готовиться к отправке этих кузовов на пескоструйную обработку. Так, ну вот мы привезли первого на место обитания его, нового. Сейчас его сгрузим и поедем за вторым. Кстати, кому интересно, почему он зацеплен не за крюк вот этот, а за подрамник. Все дело в том, что крюки вот эти мы сделали точнее весь телевизор
переделали от японца. И на японце есть эти крюки, но они сейчас не закреплены поперечными, и если за них зацепить, то, соответственно, весь телевизор выгнется, даже при том, что он приварен весь по точкам, все правильно. Только лишь при наличии вот этих распорок поперечин можно цеплять за эти крюки и буксировать машину. Даже пустой кузов, даже очень легкий. И об этом была целая серия о переварке этой морды. Так что заходите по ссылке, смотрите. Там будут все подробности о покраске, о переварке телевизора и об этих крючках крепления тросов для буксировки. Ну и сейчас мы заберем второй кузов. Это Eclipse третьего поколения. А пока поедем в дорогу за ним. Ну вот мы добрались до второго кузова, это наш третье поколение Eclipse, то мы привезли второе, это третье, и также сейчас мы его погрузим на эвакуатор и повезем туда же на пескоструйную обработку. А что мы с ними будем делать, я расскажу, когда мы доберемся к обоим кузовам на то место. А пока что грузимся. Будет? Нет, можно вот за эту, я думаю, прицепиться. Нет, мы лучше зацепим за рычаг. За эту точно можно прицепиться. Не, вряд ли. Да. Будет необычно. Ну надо же, вроде не особо низкая машина, а цепляет. Так, ну вот мы добрались до места, оба кузова уже здесь, они ждут своей очереди. Ну а я же сейчас могу рассказать, что с ними мы планируем делать. Потому что планы все, как обычно, меняются, и на этот раз поменялись кардинально также. Этот кузов, который Eclipse третьего поколения, который весь такой ободранный и ржавый, мы хотели пескоструить полностью и внутри, и в салоне, и снаружи, но сейчас планы поменялись. Пескоструить внутри и пескоструить его по всем местам будут те мастера, которые будут делать кузовные работы. Их буду делать не я, его отправят в отдельную мастерскую именно заниматься кузовными работами. Кузовные работы здесь сложные, поэтому здесь дело мастера. Ну, что же мы здесь сделаем? Здесь мы сделаем песочку всех узлов крепления под полный привод и свап мотора. То есть надо отпескоструить передние лонжероны, отпескоструить задние лонжероны и перегородки между ними. То есть подготовить все места для того, чтобы я смог сделать свап на полный привод, поставить крепление нового мотора, а уже после этого мы отправим ее на кузовные работы, и там уже закончится пескоструйная обработка в дальнейшем. Ну а кузов первого поколения, который мы вообще не собирались песочить, придется песочить также. Все дело в том, что под антикором, которым покрыто днище, и посмотрев первый раз на который, мы подумали, что все в идеале, так вот под этим антикором есть ржавчина, и при этом очень много ржавчины. И чтобы ее снять, тут по-любому надо пескоструить. Я снял обвесы, вы это видели, и, соответственно, здесь мы запескоструем все днище, все арки, переднюю,
переднюю арку, пороги лайтово, заднюю арку. Скорее всего, надо будет отпескоструить вот эту всю часть заднюю, потому что редко когда к ней доходят руки кузовных мастеров. Ну и, в общем-то, также будет запескоструены все лонжероны и днища, которые и на том кузове будут делаться также. Хотя там уже крепление у меня под полный привод есть, но еще раз это все обработается и покроется грунтами, скорее всего, кислотником и полимерным грунтом, а может быть одним из них, а может обоими, а может быть и посмотрим ближе к делу. Ну а сейчас мы находимся прямо рядом и стоим в очереди, потому что проектов у ребят много, и мы, в общем-то, как обычно, не первые. Но вот так выглядит бокс, в котором происходит вся эта пескоструйная обработка, огромное количество пыли, которое возникает в процессе этой обработки. И мы, в общем-то, ждем в своей очереди пару дней, когда меня позовут на съемку всего этого процесса. Я очень надеюсь передать его по возможности и показать, как это все происходит, как будет умирать металл. Но в том году мне удалось заснять этот процесс. В первом сезоне можно посмотреть, ссылочка найдете где-нибудь в описании. Так что и в этом сезоне мне тоже, я думаю, удастся передать этот процесс. Но это все будет через пару дней, и я думаю, это все будет в следующей серии, потому что в этой и так много событий, которые я рассказал. Не будем перегружать, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. А на этом это все. Всем удачи, всем пока.